Не так давно мы готовили котлеты по-киевски. Крылышки остались. Ну, добавили немного, докупили. И я вспомнил, что первый рецепт в моей самой первой книге — это был рецепт бараньих ребрышек с луком. И там, в том рецепте я писал, что точно так же можно готовить не обязательно бараньи ребрышки, а можно готовить куриные крылышки. Ровно по той же самой схеме. Получатся куриные крылышки по-узбекски. С луком и помидорами. Очень большой тяжелый чугунный казан. 250 миллилитров масла. Такое масло, которое не стыдно скушать. Хорошее масло. Прежде чем отправлять крылышки в масло, казан и масло полагается разогреть очень хорошо. Буквально до первого белого дымка. Причем следует иметь в виду, что масло в состоянии накопить больше тепла, чем сам казан. Теплоемкость масла очень высокая. Крылышки опускаем не все сразу. Я хочу, чтобы они поджарились как следует. Стали румяными, золотистыми. Если хотите приготовить, ну скажем, полкило крылышек, то все можно обжарить и за один раз. Но у меня есть почти что 1,5 или 2 килограмма. Поэтому придется разбить на 3-4 порции. После того, как обжарили первую порцию крылышек, надо еще раз дать нагреться маслу. И только потом опускать следующую партию. После того, как пережарили все крылышки, огонь под казаном можно уменьшить и лишнее масло убрать в сторонку. Ну, во-первых, на нем еще можно что-то приготовить. А во-вторых, так много масла для приготовления этого замечательного блюда нам уже не понадобится. Такое количество масла было необходимо лишь для того, чтобы сделать крылышки вот такими замечательными, аж чуточку хрустящими. Впрочем, хруст этот сейчас абсолютно пройдет, потому что дальше крылышки будут очень медленно тушиться, томиться вместе с луком и помидорами. Вот этого масла достаточно для того, чтобы в нем растворились ароматы и запахи и от самих крылышек, и от лука. Крылышки теперь возвращаем в казан. Все одним разом. Не забыть посолить. Я думаю, что уйдет, ввиду того, что здесь будет еще и лук, и томат, уйдет как минимум ложка и еще чуть-чуть. Крылышки можно приправить чуточку черного перца для аромата, немного зиры, молотой зиры. Будет вкусно. Знаете, и вот такая еда, она все-таки требует какого-то характера, небольшой остроты. И важно, чтобы цвет у нее был красивый. Поэтому чуть-чуть острого перца, следом лук. Видите, сколько лука? Вот здесь, в этом блюде, главный секрет — не поспорить с количеством лука. Сколько крылышек по весу, либо сколько ребрышек по весу, столько и лука. Причем лук пусть будет тонко порезанный, чтобы выпустил как можно больше сока. Вот уже на лук паприку, потому что сюда вниз там будет довольно горячо, и она просто может потерять весь свой цвет. Ну и томаты, помидорки. Вот теперь важно казан накрыть очень плотно. Создать здесь не просто крышку, а буквально термос. Я поступаю вот как, очень просто. Металлическая тарелка, подходящая по диаметру. Вот так. Сверху вот этот самый тазик. Понимаете, здесь уже получилось что-то вроде термоса. Накрыли крышечкой. И минут на 25, на 30 пусть стоит и томится, побулькивает и дразнит ароматами. Сколько должен простоять казан на таком маленьком нагреве? Ну, если обоняние работает, то оно вам подскажет, что уже, в принципе, почти что готово. Открываем аккуратно, не ошпарьтесь. Тут внутри очень горячо и образовалось довольно много соуса. Лук пустил сок.
как мы и предполагали. Теперь нужно добавить нагрев, перемешать все. И вот этот сок, какова будет его судьба? Я вам подскажу. Это старый узбекский прием. Можно взять сухари из лепешки. Только лепешка нужна особая. Бывает обинон, то есть лепешка на воде, а бывает патыр. Видите, у нее поры помельче. Так вот, можно взять просто черствую лепешку нарезать. Можно взять сухарики из такой лепешки. И опускаете их в казан. Они пропитываются соусом и превращаются в очень такой интересный компонент еды. Они перестают, разумеется, хрустеть. Они размокают в соусе. Но, во-первых, это увеличивает объем еды. Во-вторых, не обязательно же есть одно только мясо, либо одни только крылья. Надо есть что-то другое. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. А у нас, в принципе-то, все готово. Можно подавать. Огонь выключаем. Подогретое блюдо на столе. Красивая узбекская лепешка на столе. Вперед! Накладываем. Приятного аппетита! Знаете что, ребята? Блюда в казане готовятся очень просто. Зачастую очень быстро. И получается при этом очень вкусными. Вы самое главное, хороший казан себе купите, подберите. А уж я вас научу. Приятного аппетита!